Каждый месяц на Netflix появляются новые фильмы разных жанров и из разных стран, и многие поражают своим качеством, оригинальностью и актуальностью. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня я расскажу вам о лучших киноновинках Netflix. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. «Красная шапочка находит труп». Этот фильм – необычная смесь сказки и детектива, в которой главными героинями являются Красная шапочка и Золушка из произведений братьев Гримм. Они попадают на королевский бал, где становятся свидетелями загадочного убийства, и теперь у них осталось совсем немного времени до полуночи, чтобы найти убийцу и раскрыть его мотивы. По пути они встречают множество персонажей из мира сказок – злую ведьму, добрую фею, принца на белом коне и жестокого короля. За режиссуру отвечает Юити Фукуда, известный своими комедийными фильмами. Он добавил в картину много юмора и абсурда, сделав его пародией на классические сказки. Фильм не получил высоких оценок критиков, но стал популярным на Netflix, попав в топ-10 самых просматриваемых фильмов в разных странах. Зрители отмечают его оригинальность, креативность и развлекательную ценность. Среди особых достоинств – остроумные диалоги, яркие костюмы и декорации, зажигательные песни и неожиданные повороты сюжета. В общем, это забавный фильм, который предлагает свежий и интересный взгляд на жанр сказки. «Эренгард. Искусство соблазнения». Датский исторический фильм, снятый режиссером Билли Аугустом по мотивам повести Карен Бликсон. Сюжет фильма повествует о приключениях художника Казота, который зовет себя знатоком любви. Его нанимает великая княгиня, желающая найти подходящую жену для своего сына-принца. Казот берется обучать принца искусству обольщения и романтики, но его планы рушатся, когда одна из придворных девиц беременеет от принца и развязывает скандал. В то же время сам Казот влюбляется в Эренгард, дерзкую умелую фехтовальщицу, служащую фрейлиной при дворе. Фильм является забавной остроумной комедией, в которой фантастические мотивы гармонично сочетаются с исторической правдоподобностью. Особое внимание заслуживают костюмы, которые отличаются яркостью и насыщенностью цветов. Они контрастируют с тусклым и мрачным интерьером замка, где происходит большая часть действия. Фильм получил хорошие оценки, среди достоинств отмечаются оригинальные диалоги, игривая атмосфера и романтическая искра между главными героями. «Дети шпионов. Армагеддон» – перезапуск популярной франшизы, которая рассказывает о приключениях детей-супершпионов, спасающих мир от злодеев. Главные герои Тони и Петти Танго Торрес, дети Терренса и Норы, хранители кода Армагеддон. Это мощная программа, которая может взломать любое электронное устройство. Когда код попадает в руки короля, злого гения разработчика видеоигр, он запускает вирус, дающий ему полный контроль над всеми технологиями планеты. Тони и Петти должны пройти обучение, стать шпионами и использовать свои новые умения и гаджеты, чтобы остановить короля и освободить родителей. За режиссуру отвечает Роберт Родригес, который снял фильм в сотрудничестве со своим сыном Рейсером Максом. Режиссер известен своими динамичными, зрелищными фильмами, снятыми при небольшом бюджете. Немалую часть времени создания фильма он провел в своей домашней студии, используя цифровые камеры и активно работая с хромакеем. Также он сам написал музыку и приложил руку к монтажу. Картина имеет ретро-футуристический стиль с яркими костюмами и декорациями, а также множеством отсылок к поп-культуре и оригинальным фильмам. «Статистическая вероятность любви с первого взгляда» – романтическая комедия, основанная на одноименном романе Дженнифер Смит. В главных ролях снялись Хейли Лу Ричардсон и Бен Харди, которые играют двух незнакомцев, случайно встретившихся во время перелета из Нью-Йорка в Лондон. Между ними возникает искра, но по прибытии они теряют друг друга в толпе. Фильм повествует о том, как они пытаются встретиться в огромном городе, а также о том, как они сталкиваются с различными проблемами и конфликтами в своих семьях. За режиссуру отвечала Ванесса Кэсвилл, известная по работе над сериалами «Мой безумный дневник» и «Маленькие женщины». Фильм получил множество положительных отзывов от критиков и зрителей, которые высоко ценили химию между актерами, остроумные диалоги и душевную историю. В общем, «Статистическая вероятность» — это очаровательный и приятный романтический фильм, практически идеальный для любителей жанра, а также для всех, кто хочет расслабиться и поднять себе настроение. «Сердце Стоун» – захватывающий шпионский боевик, в котором Галь Гадот играет Рэйчел Стоун, агента секретной миротворческой организации «Хартия». Ее задание – не дать хакеру похитить самое ценное и опасное оружие – сердце, квантовый компьютер, способный взломать любое цифровое устройство и предсказать будущее. На ее пути возникает союзник и соперник одновременно – Паркер, агент Ми-6. Вместе они отправляются в кругосветное путешествие, сражаясь с наемниками, убийцами и предателями. Режиссером выступил Том Харпер, известный по работе над сериалом «Острые козырьки». Сценарий написали Грег Рука и Элисон Шредер по рассказу Руки, который и придумал персонажа. Фильм «Сердце Стоун» получил положительные отзывы за экшен, кинематографию и музыкальное сопровождение. Он поражает потрясающими локациями, реалистичными трюками и впечатляющим визуалом. Конечно, фильм не обошелся без критики за сюжет, диалоги и персонажей, но в целом это забавный, увлекательный и насыщенный экшеном фильм.
И не подумай прийти на мою бат-мицву. Комедийная драма Netflix, основанная на одноименном романе Фионы Розенблум. В главных ролях сняли Санни и Сэдди Сэндлер, настоящей дочери Адама Сэндлера, который также сыграл в фильме «Их отца». Лента повествует о дружбе и соперничестве Стейси и Лидии, которые готовятся к своей бат-мицве, но все меняется, когда они обе влюбляются в одного популярного парня, Энди, и начинают пытаться испортить праздник друг другу. Фильм — это история о том, как подростки сталкиваются с такими проблемами, как половое созревание, давление сверстников, семейные отношения и поиск своего «я». Фильм вышел на Netflix 25 августа и получил разные реакции от критиков и зрителей. Некоторые хвалят его за юмор, душевность и хорошую игру актеров, особенно семьи Сэндлеров, другие критикуют его за банальность и нереалистичность. За режиссуру отвечала Сэм Коэн, который уже сотрудничала с Адамом Сэндлером над его комедией «Хэллоуин Хьюби», тоже на Netflix. Так что, если вы видели этот фильм, да и в принципе любой с Сэндлером, то можете представить себе стиль и атмосферу нового проекта. «Зомби-апокалипсис» и список из 100 дел, что я выполню перед смертью. Это не только название нового аниме-сериала, но и японской адаптации, основанной на одноименной манге. Главный герой Акира Тенда, 24-летний офисный работник, который недоволен своей жизнью. Он терпит нудную работу, не может признаться в любви коллеге Саори и боится рисковать, но все меняется, когда он просыпается в Токио, охваченном зомби. Вместо того, чтобы сдаться, он решает жить по полной, составляет список из 100 вещей, которые хочет сделать до того, как стать одним из монстров, и отправляется в приключения со своим другом и таинственной девушкой. По дороге он встречает других выживших, а также сражается с ордами голодных зомби. Некоторые зрители нашли в фильме мрачную комедию, захватывающие экшн-сцены и острый социальный подтекст. Другие были разочарованы плохой компьютерной графикой, которая портит впечатление. Возможно, это проблема большинства низкобюджетных адаптаций аниме в живом исполнении. «Зом 100» — это фильм, который пытается сочетать юмор и ужас, и задает вопрос, что бы вы сделали, если бы вам осталось жить всего пару дней. «Убийственный книжный клуб» — фильм ужасов, основанный на романе Карлоса Гарсии Миранды, который также написал сценарий. В центре сюжета 8 друзей-студентов, которые составляют книжный клуб ужасов в своем университете. Они скрывают одну темную тайну, о которой поклялись никому не рассказывать, но кто-то знает их секрет и хочет им отомстить. Друзья начинают получать по главам роман, в котором описываются их страшные смерти от рук клоуна-убийцы, который, похоже, следит за каждым их шагом. Фильм — это слэшер с неожиданным поворотом. Убийца — писатель, который использует своих жертв как материал для произведений. Фильм способен удивить взрослым рейтингом за сцены насилия, крови, нецензурной лексики и наготы. Считайте это предупреждением. «Убийственный книжный клуб» получил разные отзывы, содержит элементы напряжения и юмора, но также и избитые сюжеты, которые мы уже видели в таких фильмах, как «Крик» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Он не претендует на звание шедевра, но достаточно занимательный и приятный для любителей хорроров, которые хотят испытать и страх, и смех. Они клонировали Тайрона, научно-фантастическая комедия-мистерия, которая повествует о 3 героях, оказавшихся втянутыми в правительственный заговор, связанный с клонированием, контролем над разумом и расизмом. Фонтейн — наркоторговец, которого убил конкурент, но который просыпается живым на следующий день. Слик Чарльз — сутенер, который должен Фонтейну деньги и видел его труп. Йо-Йо — секс-работница, подчиняющаяся Слику и также ставшая свидетелем смерти Фонтейна. Вместе они начинают свое расследование этой тайны и находят подземную лабораторию, где правительство проводит опыты над темнокожими людьми и заменяет их клонами. Фильм снял дебютант Джоэл Тейлор, представивший зрителям оригинальную изобретательную историю. Картина является данью уважения жанру blaxploitation 70-х годов, а также классическим научно-фантастическим фильмам, таким как «Чужие среди нас» и «Матрица». И да, очевидно, он содержит сильный социальный подтекст. В фильме гармонично сочетаются юмор, экшен и интрига. К тому же, что интересно, он радует одновременно ретро и футуристическими элементами, создавая уникальное визуальное ощущение. «Родители в законе» — оригинальный фильм Netflix, который сочетает в себе экшен, комедию и криминал. Главный герой фильма Оуэн — управляющий банком, который планирует жениться на своей девушке Паркер. Но все идет не по плану, когда его банк грабят знаменитые неуловимые бандиты. Оуэн уверен, что под масками скрываются родители его девушки, с которыми он недавно познакомился, и он оказывается втянутым в безумное приключение, когда Паркер похищают и требуют выкупа ее состоятельного отца. Фильм «Родители в законе» не претендует на серьезность, он держит зрителей в напряжении благодаря динамичному сюжету, абсурдным диалогом и захватывающим экшн-сценам. Лично я не был впечатлен актерской игрой, особенно Адама Дивайна, но многие рецензенты отмечают именно прекрасную химию и мастерство актеров. «Птичий короб 2. Барселона» — развитие киновселенной, заложенной в «Птичий короб» 2018 года, основанном на романе Джоша Малермана. Если без спойлеров, то в центре сюжета Себастьян и его дочь Анна, которые пытаются выжить в мире после апокалипсиса, когда люди стали сходить с ума или убивать себя, если видели загадочных существ. Новая часть переносит действие в Барселону и добавляет новых героев, локаций и опасностей. За режиссуру и сценарий отвечают братья Алекс и Дэвид Пастор, известные своими фильмами в жанрах научной фантастики и ужаса. Фильм снимался в разных районах Барселоны
Барселоны, актеры говорят на испанском, английском и немецком языках, подчеркивая многонациональность города и персонажей. Музыкальное сопровождение фильма написала Зельтия Монтес, создавшая напряженный и атмосферный саундтрек. Фильм заслуживает похвалы за превосходную работу оператора, игру актеров и оригинальность. Персонально я не заметил никаких серьезных противоречий или отступлений от оригинала, о которых можно прочитать во многих обзорах. Напротив, мне очень понравилось динамичное развитие этого спин-оффа и смена темпа. «Птичий короб Барселона» показывает новые грани и точку зрения на существ. Рекомендую к просмотрам всем любителям этой франшизы. «Счастье для начинающих» — романтическая комедия, основанная на одноименном романе Кэтрин Сентер. Главная героиня Хелен — разvedенная учительница, которая решает изменить свою жизнь и записывается на курсы выживания в дикой природе. Там она знакомится с Джейком, лучшим другом ее назойливого младшего брата. Вместе они отправляются в поход по живописной Апалачской тропе, где им предстоит преодолеть разные препятствия и обнаружить в себе новые эмоции. «Счастье для начинающих» — это уютный и добрый фильм, который подарит вам хорошее настроение и заставит улыбнуться. Идеальный выбор для тех, кто любит ром-ком и природу, а также для тех, кому хочется провести ленивый вечер за просмотром интересного фильма. «Убийца» — жанровый гибрид из Таиланда, который включает в себя комедию, криминал, мистику и триллер. Сюжет фильма повествует о британце Эрли, который подозревается в убийстве своих тайских родственников в родной деревне жены. Его жена Сай и ее племянница Джун — единственные, кто может подтвердить его невиновность, но их показания противоречат уликам. Местный детектив Нават, не любящий иностранцев, пытается разобраться в деле, допрашивая всех участников и воссоздавая события в своем собственном воображении. Но его фантазии часто бывают слишком оторваны от реальности, что создает забавные флешбеки, не имеющие ничего общего с фактами. «Убийца» — это остроумный и захватывающий фильм, в котором черный юмор гармонично сочетается с жестоким насилием. Он необычен, творческий и полон неожиданных поворотов. Если вы любите фильмы, которые не боятся экспериментировать и удивлять зрителя, то он точно для вас. И, наконец, «Золотой слиток» — французская драмеди, которая повествует об отчаянном поступке Даниэля Савера, недовольном своим положением работника парфюмерной фабрики. Он решает отомстить своим жадным работодателям, семье Брейль, которая держит в своих руках всю экономику маленького городка. Для этого он со своим другом детства придумывает хитрый план. Они намерены красть флаконы с дорогим ароматом Колин Браун и продавать их на черном рынке. Но что начиналось как месть, вскоре превращается для Даниэля в опасное приключение, которое заставит его столкнуться с собственными ценностями, моралью и амбициями. Режиссером и соавтором сценария является Жереми Розан, который до этого снимал короткометражки и музыкальные видео. Это его первый полнометражный фильм, в котором он демонстрирует свой талант к режиссуре и юмору. Фильм был снят в Шатре и Париже, и в нем можно насладиться красивыми пейзажами французской архитектуры. «Золотой слиток» — это забавный захватывающий фильм о грабежах, который сочетает в себе элементы комедии и криминала с антикапиталистическим подтекстом. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!